Друзьяки, AX7000. Это роутер от Xiaomi. Это роутер, здесь видите, как много всего показано, который, честно вам говоря, наверное, разорвет рынок немножечко. Из-за того, что за те деньги, которые он стоит, и то, что он предлагает, это просто нереально. А там и все порты 2,5 гигабит. Там и поддержка USB 3, и Samba, и гигабайт оперативной памяти, при этом который можно расширять за счет внешнего хранилища. Да, плюс еще и докер, на котором поднимается и Matrix, и там некоторые еще плюшки, но о которых, честно говоря, пока что рано говорить. Но уже у нас есть кое-какая информация, кое-что мы выкладывали в своем телеграм-канале. И плюс со скоростями по Wi-Fi, там 1.6, 1.7, 1.8 гигабит. И чистые 2,5 действительно порты. Да плюс еще и агрегация WAN. Агрегация LAN, которая позволяет делать 5 гигабит скорость интернета при наличии, конечно же, соответствующего оборудования у провайдера. Невероятный роутер с охренительным покрытием, но именно китайская версия. Про международную даже говорить не буду, урезано сильно. Но все это на канале Технозон. Поехали. Самое интересное, что приобрел я его всего лишь за $168. И когда я говорю всего лишь, поверьте, те возможности, которые есть у этих роутеров за те деньги, которые они предлагают, честно говоря, очень даже неплохие. А они предлагают нам, смотрите, давайте опустимся и покажу вам. Они предлагают нам вот такие вот моменты, как 160 МГц, 4К QAM, разделение на 3 сети. У нас здесь, конечно же, индекс скорости AX7000, как они заявляют. Четырехъядерный процессор Qualcomm Cortex-A73. Чтобы вы понимали, это знаете у нас что? Это у нас Qualcomm Networking Pro 620 платформа. 4 порта 2,5, USB 3.0 с поддержкой Samba, 1 гигабайтная память с поддержкой до 600 устройств. Есть NFC для подключения вашего смартфона просто касанием. Конечно же, поддержка Mesh, и поехали дальше. Тут они там много чего рассказывают. Вот про разделение могу сказать сразу. Тут 160 МГц такой себе маркетинг, потому что в теории этот процессор поддерживает 320 МГц. Но пока стандарт не согласован, и они не выкатили прошивку для поддержки Wi-Fi 7. Вы не ослышались. Данный процессор поддерживает Wi-Fi 7. Есть 4К QAM, но вот это вот разделение сразу нет. Здесь можно переключать режимы, потому что как только вы разделяете сеть, у вас падает на 20-25% мощность передачи данного роутера. Это плохо, покрытие падает. Слушайте, а вообще вы же это все можете посмотреть по ссылке в описании под видео, актуальную цену в том числе, поэтому я вам там специально разместил. А еще там есть, как запустить TorServe на данном роутере. Да, это возможно. Слушайте, давайте так еще. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры, потому что этот роут не единожды еще будет у нас на канале. А мы дальше смотрим, что они тут еще показывают нам, что-то на китайском, на богатом, все красиво. Они тут красивые устройства пишут. Пишут, что он рассчитан со своим охлаждением на работу 24/7. Кстати, конструкция у AX6, AX7, AX3006 одна из самых удачных. И тут они вот пишут 2,5 гигабита, и тут они так 5000 мегабит. 5000 мегабит имеется в виду агрегация WAN и LAN. И это еще не все. Потому что данный роутер поддерживает IPTV. Наконец-то китайцы взялись за ум и начали поддерживать IPTV, поэтому мы ломать себе уже голову с этим не будем. Поддержка IPTV, тут они опять пишут про NAS сервер. А NAS сервер имеется в виду, что сюда можно подключить многоуровневый доступ. Что значит многоуровневый? Я сейчас попробую вам найти, где-то у меня здесь была, сейчас покажу. По типу вот таких вот хабов. По типу вот таких вот хабов на много USB. Вы сюда можете подключить либо, допустим, док-станцию с винтами, либо просто-напросто хаб подключите на него, на USB-шки навешать. Через именно и по протоколу Samba вы можете раздавать там 220 мегабайт в секунду. Не мегабит, не путайте, мегабайт это где-то 1,6 гигабит. Я получал 220, но они заявляются 260 максимально. Посмотрим. Пока что не получилось, но думаю, что тут много факторов влияет. Там, например, скорость самого вот этого устройства нужно напрямую тестировать. Я напрямую так и не потестировал, потому что мне не хватает питания, а питание я могу подать только на вот такой вот хаб. То есть тоже такое. И есть, конечно же, поддержка докер. Докер,
Честно вам скажу, поддержка нормальная. Ну, например, я здесь специально соскринил. Я не могу в силу некоторых ограничений YouTube показывать вживую. Но вот, например, у меня Transmission, да. Или TorServe, или OpenVPN. Я там отписывался на FOPD, кстати, по этому поводу. И будем пробовать. Люди скоро уже получают, и будем ковырять этот докер усиленно. Я думаю, что развитие будет очень и очень сильное. То есть, потому что сам по себе он и работает и в режиме моста, и репитера, и повторителя. Короче, очень много разных фишек. Да плюс еще игровая опция. Они здесь PlayStation 5 не зря написали, потому что у них есть приоритизация игрового порта. Но это все прикольно. Все красиво, конечно же, они заявляются WPA3, BSS Coloring, Beamforming, все это мега круто, все хорошо. И теперь смотрите, многих пугает китайская версия из-за того, что нужно настраивать на китайском. Ребята, настраивать с помощью переводчика Google очень даже просто. Да и в смартфоне есть переводчик. Во-вторых, в приложении Mi Home, если вы его используете, то все можете найти на том языке, на котором есть ваш смартфон. Далеко не на китайском. При этом даже есть скрытые функции по типу гостевой сети. Вы можете просто-напросто зайти в гостевую сеть и, пожалуйста, будет вам счастье, по сути. Конечно же, многим может казаться, что Wi-Fi 7 будет обновление, потому что кто-то обещал, и сама по себе платформа Qualcomm Networking Pro 620, она действительно поддерживает Wi-Fi 7, она поддерживает различные спецификации, то есть 802.11be, это именно как раз он поддерживает Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, но я вам скажу так, ну, кстати, и 6 ГГц тоже поддерживает, и 320 МГц, и 240 МГц. Слушайте, тут столько всего она поддерживает, что это просто жесть. Но я скажу так, 6E, вот он не взлетел. Сама по себе технология Wi-Fi 6E, он не взлетел из-за того, что в самом 6E, какие бы адаптеры я не пользовал, 6E, и MediaTek, и Intel, скорость выше 1.34 я не получал. В простом Wi-Fi 6 я получаю 1.8, 1.7 стабильную скорость по Wi-Fi. И для меня это важнее. И честно вам скажу, ну вообще, чтобы вы понимали, данные роутеры, они имеют частоты 5,2 ГГц и 5,8 ГГц. А некоторые по типу Synology имеют вообще еще и 5,9. То есть это всего лишь идет речь о дополнительных каналах при загруженности вашего эфира. Но на текущий момент даже Wi-Fi 6 каналы, они нифига не заполнены. То есть, ну вот именно 5 гигагерцовые каналы, которые стандартные. А там есть и, если Wi-Fi, если 5,8, то там есть еще каналы выше 140 каналов идет, там 149, 165 и пошло дальше, вверх, и DFS каналы. То есть этих каналов еще более чем достаточно. И я думаю, что следующей ступенью эволюции будет уже Wi-Fi 7, но далеко не Wi-Fi 6E. Про Wi-Fi 6E не идет. Обещали они обновить Xiaomi до Wi-Fi 7, но это было один раз на выставке, на которой они и представили этот самый роутер. Официального заявления об обновлении не было, поэтому я это пока не подтверждаю. Обновят хорошо, не обновят. Для меня этот роутер вот так вот хватит лет, наверное, на 5, если не больше, потому что 2,5 гигабита будет развиваться очень долго. Wi-Fi 6 до сих пор еще Wi-Fi 4 работает стандарт, чтобы вы понимали. Ставят роутеры Wi-Fi 4. Я не говорю про Wi-Fi 5 даже. Wi-Fi 4, 2.4 роутеры некоторые провайдеры ставят. Я в шоке, честно говоря. А тут уже Wi-Fi 6. Короче, Cortex A73 ядра, 4 ядра по 1,5 ГГц, это все очень хорошо и круто, есть поддержка этих самых 4К QAM, все красиво, но мы должны с вами посмотреть его поближе, потестировать и сделать выводы. Для меня этот роутер, он именно China Edition, это вот идеальная модель. В Mesh работает, коннектится диск, что мне еще надо. А вот то, что можно реализовать через докер, вот это уже совсем другая вещь. То есть то, что сюда завезли докер, это Linux ядро, очень простым языком, я, конечно, говорю, Linux ядро, по сути, позволяющий виртуализировать какие-то интересные моменты. Ну, например, сейчас я копаю, знаете что, я сейчас копаю Plex. Plex через докер, через Linux сервер, да, там через это буду пытаться его поднять. Очень интересная вещь. То есть, если на таком проце, это достаточно мощный проц, можно поднять, допустим, Linux, Plex, то почему нет? Для меня это получится вообще какой-то аналог NAS сервера. Plex, VPN подняли, OpenVPN можно поднять TorServe, и будет вам счастье.
Что еще нужно? Понятное дело, что здесь не будет производительности именно с внешней средой. Я не говорю про Wi-Fi, допустим, того же самого железа. Но нам и не надо, это бытовой роутер. Бытовой, не промышленный, никакой. Все, ребят, переходим поближе, посмотрим и тестируем, и уже будем переходить на выводы. Ну что, посмотрим на него поближе. Спереди у нас есть панель индикации. Давайте я вам покажу. У нас здесь есть два индикатора. Если здесь горит оранжевый, то интернета нет. Если белый, то интернет есть. Здесь просто у нас индикатор питания. У нас есть с вами значок NFC. И все это работает таким образом, что вы просто-напросто подносите свой смартфон. Сейчас он у меня, конечно, отключен. И сразу же у вас подключится. Смотрите, есть антенна. Это антенна IOT. Советую отключать. В общей сумме у нас 6 антенн здесь для устройств. У нас здесь есть вентиляционные отверстия. Смотрите, то есть по сути оно захватывает вот с этой стороны и выбрасывает горячий воздух сверху по принципу конвекции. Смотрим дальше. Сам по себе большой, огромный, красивый роутер. Вообще отличный. Смотрите. Порты сзади. Все порты у нас 2,5 гигабита. При этом у нас есть агрегация как WAN портов, так и LAN портов. Есть USB 3, есть кнопка сброса и разъем питания. По поводу питания у нас с вами блок. Смотрим, нам это важно. 12 вольт, 3 ампера. Ну, я вам честно скажу, вроде бы как и мощный, 36 ватт. Но при подключении большого количества наружных устройств, имеется в виду, например, там 2 каких-то диска, еще чего-то, то уже лучше подключать диски с внешним питанием. Само собой, в китайском роутере китайская вилочка. Больше ничего на данном роутере у нас нет абсолютно. Сам по себе роутер очень-очень красивый, он очень большой, он не сильно отличается от AX6000. Я уже его некоторое время использую, на нем видны следы использования, различные отпечатки, что-то я в этом таскаю, переставляю, тестирую, поэтому, ну, как бы уже мы с вами имеем какой-то опыт его использования. Так что переходим уже на тесты. Ну, тут у нас сейчас будет много и много всего интересного. Смотрите. Если мы сейчас зайдем на главную страничку нашего роутера, конечно же, это будет китайский язык. Переводится запросто с помощью обыкновенного переводчика. И я предпочитаю, конечно же, версии китайские, то есть я могу все включить. У меня сейчас здесь есть две сети, есть 2,4,5 ГГц, 5 ГГц разделяемая на нижние каналы и верхние, и делается она якобы гейм. При этом на гейм идут нижние каналы от 36, а уже на верхнюю идут от 165. Сейчас посмотрим, я уже просто не помню. Первое, что бросается в глаза, если мы переведем на китайский, то немножечко все по-другому. Есть функция хранения, вы видите, что у меня здесь не один диск, их 3. Да, у меня 3 диска подключены. Здесь есть USB 3 режим, есть Samba режим и есть еще кое-какие функции, которые мы обсудим с вами позже. Конечно же, есть вот такие вот моменты, но сейчас наша с вами задача протестировать скорость данного роутера. И тут, если кто думает, что все так плохо с китайским языком, то нет. Через мобильное приложение Mi Home вы можете настраивать данный роутер на любом языке, на котором установлен ваш смартфон. То есть, если у вас смартфон на русском, он будет на русском языке, со всеми настройками практическими, кроме докера. И, может быть, на украинском языке для моей украиноязычной аудитории. То есть, здесь это все поддерживается. Отлично. Давайте дальше. Мы тестируем для начала LAN подключения. И хочу вам показать именно скорости, какие у нас есть коннекта. Давайте Ethernet. Мы видим, что у нас коннект 2,5 гигабита. И 2,5 гигабита здесь абсолютно все порты. И WAN, и LAN, все 4 порта абсолютно 2,5. Это хорошо. Тестируем в 2 этапа. Первый мы тестируем через iPerf, то есть мы должны с вами получить
Здесь, ну, 2.32, 2.36, 2.36, 2.36. Это 2.36 плюс служебный трафик. Чистые 2,5 гигабита. 2.34 средний. Отлично. Тестируем в реверсе. Для тех, может быть, кому-то нужен реверс режим. Давайте в реверсе потестируем. Здесь у нас будет четких там 1.91. 1.92 это максимально, что он в реверсе может через Magic Hyper. Здесь тоже вопросов нет. Чистые 2-гигабитные порты. Хорошо. Конечно же, протестируем через стандартные спид-тесты, которые нам покажут, как работают наши порты. Мы сейчас видим там 1.9. Максимально, что я получал вот через такого рода тесты, они очень имеют достаточно большую погрешность. Ну, небольшую, там плюс-минус 5%. Но максимально, что я здесь получал, 2.1 на 2.5. То есть мы имеем тут тоже, опять же говорю, чистые 2,5 гигабитные порты. То есть сейчас 1915 мы можем делать, допустим, серию тестов. Это не имеет никакого значения. Вот 2.1 на 2.478. Давайте еще разочек мы можем стартануть, посмотреть. Это что касаемо LAN-порта. Но тут тоже нужно понимать, дает ли отдающая сторона вам 2,5 гигабита. То, что здесь 2,5 гигабита чистые, то мы это в принципе понимаем. Все, есть. С и LAN, и WAN мы сейчас с вами практически проверили. И у нас, ну, тут как бы вообще вопросов нет. Все, с этим суперово. Что касаемо у нас Wi-Fi. Wi-Fi очень интересная штука. Мы будем показывать здесь наглядно, потом рассмотрим уже в самом смартфоне на русском языке. Здесь я вам наглядно покажу, потому что здесь видно очень интересно, как это все сделано. У нас есть двухчастотный режим или трехчастотный, ну вернее двухчастотный или трехдиапазонный режим. Я советую использовать только в двухдиапазонном, потому что максимальное покрытие данный роутер обеспечивает только в двухдиапазонном режиме. Как только вы делаете трехдиапазонный режим, вы теряете 25% покрытия. Сразу же. Дальше. У нас поддерживается 20-40 и 40-20 миксованная, то есть отдельные в 2,4 ГГц. Поддерживаются каналы от 1 до 13. Тут как бы все более-менее стандартно. В 5 гигагерцовом диапазоне поддерживается от 36 до 165. Если мы разделим сеть, то у нас будет от 36 до 64 одна сеть, и вторая сеть будет от 149 до 165. При этом вы должны понимать, что одна из сетей будет только 80 МГц, а другая сеть будет поддерживать до 160. Очень какое-то странное решение. Они это обозвали, они создают гейм-сеть, они создают игровую сеть дополнительную, и как бы вот с этим вот так вот оно работает. Есть режим совместимости с Wi-Fi 5, есть энергосберегающий режим, но он называется, знаете, как вот они просто его назвали? Он называется TWT, это энергосберегающий режим, и это фишка именно Wi-Fi 6. Именно здесь она реализована в том плане, что ее можно включить и отключить. И после включения режима энергопотребления TWT, терминального оборудования Wi-Fi 6, она, знаете, что делает? Она снижает энергопотребление конечных устройств за счет того, что она позволяет гасить Wi-Fi до какого-то супер-супер минимума. Это очень простым языком. На самом деле технология намного сложнее, чем все думают, но она есть. Есть MU-MIMO технология, MU-MIMO, которая отключаемая. Она просто позволяет взаимодействовать с несколькими терминалами одновременно. И есть технология, ну беззаботно здесь ее назвали. Вообще это у нас IOT. Это она будет просто-напросто находить. Ну давайте сейчас перезагружу. О, все на китайском, это более-менее нормально работает. Сейчас переведем. Она будет просто-напросто автоматически обнаруживать неинициализированные устройства Wi-Fi, поддерживающие определенную технологию через приложение Midja. То есть это для китайских устройств умного дома. Я ее у себя всегда отключаю, потому что она дает при длительном тесте на очень долгое время, она дает иногда просадку. Когда ты ее отключаешь, она отключает, убирается. Хотя под нее выделена целая антенна. Тут как бы все, вопросов нет. И что же у нас с Wi-Fi? Давайте я сейчас вам покажу некоторые моменты. И если мы в данном моменте перейдем с вами в Wi-Fi, то, например, на смартфонах Xiaomi, которые поддерживают максимально совместимы с этим роутером, то это будет Wi-Fi 6 с канальной скоростью 2882 мегабита. Да, на
на устройствах Xiaomi канальная скорость будет выше. Ну, вот так вот у нас такой режим совместимости. Если протестировать, как работает Wi-Fi, например, на смартфоне с данным роутером, то мы получим вот такие вот с вами интересные цифры. И, честно говоря, на этом смартфоне, это у меня максимальное, что я видел вообще при тестах роутеров, максимальную цифру при моем опыте использования я здесь получал 1,9 гигабит. На текущий момент это там 1,6, 1657. До 1,9 я получал. То есть у меня такие цифры были. Ну, на отдачу здесь у меня сам по себе Xiaomi что-то так не вытягивает на отдачу. Хотя сейчас вы увидите отдачу, допустим, на компьютере. Там от отдачи вообще намного все красивее. Но сам факт, что 5 ГГц Wi-Fi на смартфоне, давайте еще разочек стартанем, мы получаем там достаточно приличные цифры. И это, чтобы вы понимали, даже не компьютер. А ну давайте, тоже, ну, в пределах 1,6 гигабит. Нормальный вариант на самом-то деле. 1557, и на отдачу мы получим примерно то же самое. Мы можем также на смартфоне проверить 2,4 ГГц. Тоже можно не замерять. Давайте я включу 2,4 ГГц. Сеть. Все подключено. И стартанем 2,4 ГГц, тоже посмотрим. Здесь очень-очень достойные, крутые результаты. То есть там 130-140, там в пике было там до 170. Ну, сейчас посмотрим опять же на компьютере эти все результаты. 137,6 на, ну давай на сколько? Ну, на 160, на 140. Короче, примерно будет то же самое. Вот вам и результат, да? На компьютере мы отключаем локальную сеть. В зависимости от адаптера, ну, у меня на адаптере сейчас у меня Wi-Fi 6, это даже не Wi-Fi 6E, то есть, конечно, лучше всего использовать в паре с этим роутером AX210. Я его тестировал, у меня сейчас нет под рукой 210 AX, есть только MTK 6E MT7922. То есть, ну, такой себе адаптер, честно вам говорю, средней говнистости. 2,4 ГГц мы с вами имеем в обе стороны канальной скорости. Фактическую скорость мы с вами можем определить с помощью того же спид-теста. Мы стартуем и получаем здесь там тоже 1,3. Вот сейчас что-то у меня в облаках, видимо, качается, потому что была 1,6. Ну, ребят, я аж показываю на текущий ситуативный момент, как есть. 1300 на загрузку. А ну вот, видите, там на выгрузку получилось там 1,7, 1,8. И это все у нас по воздуху. То есть это 5 гигагерцовый Wi-Fi. Это не провод, ничего подобного. Это вот конкретно мы имеем. Ну, мы сделаем, конечно же, серию тестов для того, чтобы... Ну, вот, кстати, видите, он пошел вверх. Теперь 1,5 был в пике, вот 1,5. То есть, ну, воздух это такое дело, знаете, там ситуативно. Сейчас где-то там чего-то выгрузилось, где-то чего-то прогрузилось по Wi-Fi, где-то кто-то в сети начал. У меня дочка, кстати, там играет сейчас в Roblox с друзьями, стримят они там чего-то, и мы уже получим какую-то просадку. Но максимальную цифру мы сейчас получим конкретно на Magic Hyperfy. То, что максимально я получал, это было 1,8 гигабит, а вот 1,7, 1,9 даже, 1,8 мы сейчас имеем, 1,83, 1,82, 1,84, 1,81, 1,77. Ну вот мы с вами увидели 1,78. Давайте еще разочек, и мы с вами получим опять 1,86, 1,89, 1,87, 1,85. То есть здесь реально очень крутой 5 гигагерцовый Wi-Fi. Давайте попробуем с вами в реверсе то же самое. И в реверсе мы имеем там 1,5, 1,6, 1,64, 1,62, 1,61. Это более чем хорошие показатели для Wi-Fi 5 ГГц. Давайте протестируем 2,4 ГГц Wi-Fi. На 2,4 особо с Magic Hyperfy заморачиваться не будем. Будем использовать спид-тест. Здесь мы сейчас получили 105 на 130, ну там сейчас по среднему на 142 даже пиковое значение. Еще раз проверим, конечно же. Мы должны с вами иметь серию тестов для того, чтобы понимать, что у нас есть какой-то достоверный результат. В районе, ну это компьютер показывает, смартфон вы видели, что дотягивает повыше в 2,4. Сейчас 113 мегабит. И на выгрузку сколько там, 130, 140, сейчас еще на Magic Hyperfy, пока оно там тестирует, мы сейчас тоже самое проверим. Стартуем на Hyperfy и получаем, на Hyperfy мы получаем 175, 178 повыше, то есть в реальных условиях при многопотоке у нас может доходить 2,4 до 180. И в реверсе
может доходить до, там, вот, тоже 200, 204, 191. Ну, тут, я вам скажу, 2.4 тоже крутейший, до 200 мегабит в пиковом значении он показывает. В данном случае 191 мегабит. Вопросов нет. Ну, слушайте, ну, по сути-то мы Wi-Fi с вами проверили. Мы с вами проверили скоростные характеристики LAN, WAN и Wi-Fi. Дальше мы можем с вами проверить скоростные характеристики наших SSD-дисков, которые у нас подключены к данному роутеру. Я, конечно, сейчас покажу еще интерфейсы управления этими самыми дисками, но у меня сейчас подключено два диска. Я вам скажу сразу, подключено через хаб Ugreen, обыкновенный хаб Ugreen USB. Я вам уже его показывал при старте. Ссылка на него лежит в описании под видео. Пожалуйста, можете перейти и просто-напросто посмотреть. Он работает с несколькими дисками, но лучше, конечно, работать с одним. Хабы всегда могут давать какую-то в долгосрочной перспективе просадку там скачкообразную, но это такое себе дело. Это, кстати, знаете из-за чего? Из-за того, что он может не давать сам по себе хаб нормального питания. Тестируем скорость копирования с нашего SSD диска. Сейчас попробуем такое. Так, оно стартануло, пошло 190 мегабайт в секунду. Вообще, я получал в пиковом значении, он копирует до 220 мегабайт в секунду. Сейчас мы видим 190 в пике. А ну, давайте еще раз перезапустим, мне вот просто интересно, да, там какой-то совсем большой файл. И пошло там копировать. Это 211, 206, больше 200 мегабайт в секунду. 220 максимально, это то, что мы видели на данном роутере. Копируют без проблем, даже при длительном. Но тут были, знаете, там я на форуме Фопода видел, человек писал о том, что вот у меня копируют, потом просаживают. Так, я остановил и поясню. Дело в том, что у вас должно быть достаточно скорости для того, чтобы оно отдавало, и достаточно скорости, чтобы оно принимало. В любом случае, когда одно из устройств начинает кэшировать, начинается проблема. Все, у вас будет провал производительности. В моем случае этого нет, и мы сейчас скорость еще проверим, когда напрямую. Мы с вами плавненько подошли к интерфейсам управления. Я здесь вам покажу сейчас функцию хранения. О чем идет речь? Смотрите. У нас есть здесь настройки хранения и есть докер. В настройках хранения у нас есть поддержка USB 3 и есть поддержка USB 2. Если отключить USB 3, то у нас будет работать лучше 2,4 ГГц Wi-Fi, потому что USB 3 зачастую из-за своей технологии дает проблему для работы 2,4 ГГц практически во всех роутерах. То есть я это встречал на многих. У нас есть функция Samba. Функция Samba поддерживает мультизадачу, мультиподключение, в том плане, что у меня сейчас подключено два диска. При этом один из дисков, который подключен сейчас к роутеру, это X4 стандарта. И он его просто-напросто на текущий момент берет и преобразует, ну, грубо говоря, по сети его коннектит как простой диск. То есть для него не важно, какого стандарта подключен диск, вернее, с какой разметкой, с какой файловой системой, он все равно выдает все стандартизировано и нормально мы получаем доступ. Это один, кстати, из вариантов получать доступ к X4 дисков в среде Windows. Смотрите, что поддерживается у нас еще здесь. Есть виртуальная память. Что такое? Что это такое? Маршрутизатор может использовать внешние ресурсы хранения в качестве памяти, создавая виртуальную память. По сути, это файл подкачки. Как использовать? Ставьте U-диск или мобильный жесткий диск с оставшимся пространством более 2 гигабайт. Рекомендуемые форматы здесь приведены в интерфейс USB этого маршрутизатора. После того, как маршрутизатор распознает это устройство хранения, выберите размер предварительно расширенной памяти для создания виртуальной памяти. Примечание: если служба Docker запущена, то она будет перезапущена. Это такое. Вы можете расширить либо на 128 мегабайт, либо на 256. С учетом того, что здесь 1 гиг памяти, и еще докинуть 256, то это, честно вам говорю, ну нифига себе. Особенно если у вас очень быстрый какой-то диск. Ну вот смотрите, я сейчас выбрал, настройка прошла успешно. Подтверждаем. Все, оно создало у нас виртуальную память. То есть у нас объем памяти маршрутизатора, который на текущий момент заполнен на 35%. И есть еще дополнительная память. Так вот, дополнительную память виртуальную нам нужно создавать только в том случае, если у нас здесь загрузка. А у меня сейчас, смотрите,
В процессе, ну сейчас на тесте подключено 4 устройства, но в процессе пользования у меня доходит до 20-30 устройств, это включая, там у меня даже там умный звоночек стоит, там различные лампочки умного дома, еще там у меня микроволновка есть, там одна подключена, правда, через розетку умного дома, механическая, да, там ставлю, чтобы она разогревала с утра кое-что, и там телек, ТВ-боксы, еще один лэптоп, еще там парочку устройств, телефонов штук 6-7 в доме, и в конечном итоге там мне набегает 30-40 устройств. И то у меня, с учетом того, что еще работает докер и работает на ней TorServe, да, вы не ослышались, TorServe здесь работает, у меня не доходит до использования виртуальной памяти. Поэтому виртуальную память я удалю, потому что она просто-напросто мне не нужна из-за того, что основная память у меня не заполнена. То есть вот видите, вы можете следить за текущим состоянием памяти маршрутизатора. Это удобно. Вы можете безопасно извлекать, но мы сейчас доходим с вами до функции докер. То есть фактически у нас есть здесь, ну, для тех, кто не знает, что такое докер, я, конечно, и не буду вам рассказывать. У нас стандартное имя админ. Вы просто-напросто заходите в функцию докер. Я, к сожалению, из-за ограничений самого YouTube последнее время не могу называть некоторые вещи своими именами. Но что работает у меня на докере? У меня работает самый простой докер, ну, с Linux ядром, и работает Matrix. Сервер Matrix, который просто-напросто, ну вот он у меня контейнер, я его сейчас отключил пока что, вот он отключен у меня, я могу его запустить, он будет просто-напросто работать беспроблемно. Как установить Matrix? Как установить Matrix на данный роутер, у меня есть в моем телеграм-канале видео. Я ссылку разместил в описании под видео, можете посмотреть. К сожалению, здесь я не могу показать ни как он работает, ни как его настраивать. Но докер здесь есть. Те, кто знает, что такое докер, будет вам такой, знаете, в помощь этот самый докер. Некоторые, знаете, там жалуются на какие-то ограниченные моменты использования роутера в связи с тем, что нет пока что прошивки OpenWRT. Но, ребята, есть докер. Учитесь, реализуйте через докер. Очень много всяких моментов через докер можно сделать. Например, ну, что можно? А ну, давайте посмотрим. Например, через докер OpenVPN сервер поднять. Да? Пожалуйста. Мы можем здесь поднять OpenVPN сервер. Но опять же, в силу некоторых моментов я не буду рассказывать вам некоторые моменты, потому что очень уж сильно... Я получал за OpenVPN, кстати, страйк когда-то. И тут на самом деле VPN серверов очень много на докере, их можно в принципе самому поднимать и все, что хотите делать. То есть для тех, кто знает, что такое докер, сам по себе момент того, что, ну, чтобы вы понимали, какая версия докера здесь установлена, я вам сейчас покажу. Так, на Linux ядре, это не то смотрю. Сейчас я вам покажу. Здесь, по-моему, да, здесь Simple Docker. Пожалуйста, можете попробовать изучить, что он может. Но на докере можно реализовать практически все, что вы хотите на данном роутере. Очень много в сети содержится различных репозиториев, ну, этих самых имиджей для докера. Теперь с докером понятно. Если мы пойдем в общие настройки, то здесь как бы все там, знаете, очень даже просто. Давайте, наверное, мы с вами... А нет, вы знаете, что здесь посмотрим с вами? Настройки системы. Не то чуть-чуть. Сейчас в расширенных настройках. Да, настройки сетевых портов. Потому что все остальное я вам покажу сейчас на смартфоне. И вы будете уже понимать. Во-первых, данный роутер поддерживает IPTV. Это очень хорошо, где вы можете включить его в режиме моста, выбрать на какую сеть, на какой сетевой порт этот IPTV делать. Отлично. Наконец-то китайские роутеры обзавелись IPTV. Тема IPTV или не тема IPTV, это вопрос другой, но то, что я здесь пробовал у себя, то мультикаст у меня заработал. Хотя тоже я вам скажу, мультикасту рознь, есть не настоящий мультикаст, оказывается, и у меня, честно говоря, протестировать максимальную совместимость с мультикастом нет. Теперь настройка двойной глобальной сети. О чем идет речь? Это у нас есть возможность включения агрегации как WAN портов через 802.3 AB, так и
не то, знаете, там, так и LAN портов. Но здесь можно не только, здесь можно делать агрегацию 2 по 2,5 гигабита. Теперь вдумайтесь. Второе, вы можете делать резервирование, когда WAN 1 и WAN 2, один на резерве, другой не на резерве. То есть два провайдера закинуть. Агрегация подразумевает под собой заведение, допустим, 2,5 портов, 2,5 линии сюда и агрегировать их в 5 гигабит. И это возможно на данном роутере. Я, кстати, если наберусь времени, то я это запилю, потому что у меня десятка, у меня просто нет сейчас нормального маршрутизатора для того, чтобы десятку разделить на 2 по 2,5. То есть это вот единственное, почему я не могу сейчас вам показать агрегацию. Но десятку разделить по 2,5 я смогу, и у меня будет тогда скорость суммарно-теоретическая, вы понимаете, да? Особенно с учетом того, что здесь есть еще и агрегация портов LAN. А это у нас агрегация двух портов LAN 2,5 гигабита на достижение наложения скорости сетевых портов. И это фактически мы берем там два порта, бам, взяли их, сагрегировали. Агрегировать порты можно со 2 по 4. В принципе, можно таким образом, можно таким образом. И агрегация, допустим, WAN мы можем вот таким вот образом тоже агрегировать. Но мы это все отключаем. То есть у нас есть агрегация. Также у нас есть порт игровой сети. Данные, передаваемые игровым сетевым портом, будут пересылаться первыми, что делает задержку меньше и больше подходит для игр и голосовых сценариев. Это делается для того, чтобы приоритетно, то есть если, допустим, много устройств, ну, допустим, каждый, ну, давайте очень простым языком, каждый, например, 1 секунду, это очень такая аллегория, каждую 1 секунду идет от вашего игрового устройства по LAN пакет. Появляется очень много устройств, которые будут посылать тоже свои пакеты. Так вот, роутер обеспечит все равно передачу пакета каждую 1 секунду от игрового устройства в ущерб передачи остальных пакетов. Остальные пакеты будут передаваться вслед за каждым пакетом этого игрового устройства с учетом его приоритизации. Это тоже очень классная тема. Но здесь VPN я бы не смотрел. Тут как бы список VPN-сервисов это все фигня. Но я вам говорю, через Docker можно попробовать реализовать и OpenVPN и тому подобные вещи. Все, что позволяет на себе делать Docker. Ну, конечно же, с учетом вот этого вот VPN. То есть можно там создать сервер, здесь создать клиент и получить какой-то там момент. Либо там вообще клиенты создавать и получать доступ к ним. Есть управление DDNS. Перенаправление портов и интеллектуальное якобы ограничение скорости Wi-Fi, которое, честно говоря, ну, откровенно говоря, меня не интересует. В настройках интернет у нас есть, ну, допустим, там вопрос подключения через PPPoE, через статику, либо автоматическое. Что тут еще есть? Есть у нас режим маршрутизатора, можно переключать разные режимы. Есть режим роутера. Есть режим беспроводного повторителя расширения существующей беспроводной сети, например, ну, это просто повторитель. И режим проводного реле. И это кроме того, что он еще и работает в Mesh. То есть у нас есть настройка Mesh. Вот, добавить под маршруты Mesh. И мы можем еще работать с ним как с Mesh-сетью, но с китайскими роутерами. Как я уже говорил, что я с Xiaomi работаю только с китайскими. Европейские или глобальные версии меня не интересуют. И также мы можем здесь умный выбор WAN-порта делать. То есть, если есть умный выбор, он интеллектуально ставится как в сетевой порт 1. Вообще, я вам скажу, знаете, как работает умный выбор. Вы включаете WAN, допустим, у вас не подключено ни одного порта. Когда вы подключаете доступ к сети интернет, кабель, он определяет, что это сеть интернет конкретная, он делает его автоматически WAN. Можно зафиксировать. Слушайте, все очень даже неплохо. Центр безопасности такое себе, с черными списками, такое. Настройка локальной сети тоже здесь абсолютно такая себе простенькая. Обыкновенный DHCP сервер. И тут еще есть настройки системы с записью журнала, перезапуском. Но есть еще одна фишка, это доступ к NFC, который здесь включается или отключается. То, что значит, вы пришли со своим, допустим, смартфоном, который поддерживает NFC, поднесли к роутеру, щелк, он подключился к Wi-Fi сети. Круто, да? А теперь давайте рассмотрим с вами
Ну, здесь нам уже смотреть нечего. Давайте статус маршрутизаторы. Знаете, что я могу еще показать? Я вам могу показать в общих настройках Wi-Fi, что будет, если включать вот трехдиапазонный режим. Таким образом, ну, он сейчас будет перезагружаться. Но я вам должен это показать. Так, мы перезагрузились, заходим в роутер, и мы видим, что у нас, ну я сейчас перейду на китайский упрощенный, у нас есть 2,4 ГГц, 5,5 ГГц гейм появился, как вы видите. И если я сейчас пойду в настройки Wi-Fi, то у нас здесь появится дополнительная сеть. Давайте я сейчас перейду на русский. 2,4 ГГц и есть одна 5 ГГц от 149 до 165 без поддержки 160 МГц. Чтобы вы понимали, и гейм-сеть это от 36 по 64 с поддержкой 160 МГц. Вот такая вот ситуация. То есть есть как есть. Кстати, поддерживается шифрование. Я забыл вам показать. Сейчас я опять это с этим, конечно, переключением постоянным. Поддерживается и WPA3, и WPA3 миксованный. То есть у нас здесь есть поддержка WPA3. Ну, как бы вопросов нет. Хорошо, давайте я вам покажу все-таки, как это выглядит на смартфоне. Смотрите, мы сейчас в приложении Mijia, смотрите, в чем фишка. Работает он только в китайском регионе, но у меня, в принципе, все устройства. Видите, у меня здесь есть еще робот-пылесос, сейчас он отключен. Я сейчас создал эту всю сеть, и как бы так оно и работает. Сети мы с вами видим, настройки Wi-Fi, они здесь на русском языке. Дальше, настройки сети. И здесь уже мы видим и в настройках режима и широкополосное подключение к интернету, и точка доступа, и беспроводной ретранслятор. Мы можем с вами режимы конфигурации выбирать там вручную. DNS1, DNS2 выбирать. Порты WAN, LAN выбирать. Все то же самое, только на том языке, на котором у вас есть смартфон. Также здесь есть управление IPTV. Агрегирование портов LAN даже сюда добавили. Есть управление USB 3. Ну, мы можем вот здесь включать или выключать. У нас есть, ну, допустим, что у нас там? Оптимизация роутеров. Есть установить таймер. Кстати, знаете, в чем фишка? В приложении мы можем с вами создавать гостевые сети. Вот такая вот ситуация. Я сейчас здесь создам гостевую сеть для своего робота-пылесоса. А то он, бедняжечка, честно говоря, уже потерялся и не знает. А перенастраивать робот-пылесос не хочу. И все, у меня здесь теперь еще и гостевая сеть Wi-Fi появилась. Круто, круто. Есть у нас различные сервисы игровые, которые сюда напихал нам сам по себе Xiaomi. Есть даже какие-то хосты. А что это за хосты? Управление можем включать, отключать самбу. Ну, короче, у нас есть просто-напросто управление вот этими вот устройствами. Кстати, вот устройства, которые подключены. Видите, сколько у меня там разных еще устройств. То есть такое себе прикольное дело. Смотрите, есть доп. Настройки, версия плагина, параметры безопасности, добавить на главный экран. Короче, какая-то фигня. И удалить устройство. Можем управлять меш-сетями. Просто очень классное дополнение. Русскоязычное. Ну, не только русскоязычное, того языка, на котором есть управление светодиодным индикатором. Ассистент обновления. Вы поняли, что можно нет доступных обновлений, но будут обновляться будет. Все, ребят, я в принципе, знаете как, уже готов проходить, делать выводы. Но сейчас будет вопрос. А что же по поводу покрытия? Я вам скажу. У него покрытие один в один, по крайней мере в моем случае, такое же, как с AX6000. AX6000 на нашем канале именно китайская версия и AX7000 китайская версия, одни из самых мощных роутеров. И вот у меня сейчас, я в трехкомнатной квартире сижу, на отдыхе, к дочке приехал, и она большая, и у меня не хватает комнат, чтобы проверить его покрытие, вернее, хотя бы начало падения этого покрытия. Это проблема для меня определить реальную дальность, потому что максимальную дальность его на открытой местности определить достаточно тяжело, а в закрытом пространстве при установке роутера посреди квартиры он покрывает каждый удаленный уголок трехкомнатной квартиры, порядка 90 квадратов. И ничего я не могу сделать для того, чтобы проверить. То есть у него просто-напросто обалденное покрытие, как в 5 ГГц, так и в 2,4. Но только китайская версия и только без разделения частот. С разделениями частот 25% мощности мы теряем, хотя при этом даже у меня все равно трехкомнатная квартира остается покрытая всеми тремя диапазонами. Ну что ж, показал все, что хотел. Переходим и резюмируем данный роутер.
качестве выводов скажу, что роутер мне действительно очень-очень нравится. В закрытой системе, допустим, я не могу говорить, что здесь появится OpenWrt, OpenWRT. Никто этого не может сказать. Появится хорошо, не появится, мне она не нужна. Не знаю, вам она нужна или нет, я тоже сильно не уверен. Потому что, например, тот же самый Xiaomi AX6000, он заслужил свое доверие тем, что он просто стабильно, без перезагрузок, работает долго, мощно и может задолбить любого. Данный роутер — это повторение легендарного AX6000, не Redmi, а просто AX6000, который еще и просто обновился с новыми функциями, с тем же самым докером, с тем же самым USB 3, с тем же самым расширением памяти. Короче, крутая вещь, рекомендую. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.